Смерть – это благословение для тех, кто испытал истинный ужас, ведь со смертью все уходит, и ты больше не чувствуешь ни страха, ни боли, ни агонии, что искажает само твое существование, и будущие проблемы тебя больше не будут обременять. По этой причине я считаю, что другу Сенрицу, который играл для нее симфонию, которую по легенде написал сам дьявол, просто повезло. А Сенрицу же в свою очередь не повезло пережить эти дьявольские пару секунд, что полностью изменили не только ее внешность, но и ее жизнь, и цель в жизни, и саму ее душу, украв от нее кусочек и заменив его на нечто другое. Именно сейчас мы с вами и раскроем все тайны, которые скрывает эта соната дьявола. Я углубился во всю информацию, что есть, и нашел очень интересные ответы на вопросы, которые оставляет для нас Тагаши через рассказ и жизнь Сенрицу. Но если ты также хочешь заниматься, как и Сенрицу, творчеством и раскрыть свой скрытый потенциал, при этом имея еще и дополнительный доход, то мой друг Андрей как раз обучает дизайну превью для YouTube и дает сразу первых клиентов. Это вам даст подработку на удаленке, новые навыки в области творчества и заработок до 50 тысяч рублей в месяц. Но что же за навыки такие в области творчества, вы спросите меня? Ну смотрите, вы научитесь делать превью обложки даже на слабом телефоне, ПК или ноутбуке, а также у вас будут домашние задания, после которых уже будет свое портфолио из ценных работ. Вы получите видеоуроки и первых клиентов, которым срочно нужны дизайнеры, полную настройку программ, нейросетей для дизайна и огромный архив на 5 гигабайт с материалами для работы. Для начала это просто невероятный старт с сильной поддержкой, так что переходите по ссылке в описании к этому видео или сканируйте QR-код, но нам всем важна выгода, и чтобы получить этот курс с хорошей скидкой лично для вас, я даю промокод GarbageShow, по которому вы получите 15% скидку. Не упускай такой возможности. Начнем с первоисточника, которым пользовался Тагаши. Скорее всего, вдохновением для Тагаши стала легенда о дьявольской трели Джузеппе Тортини. По легенде, он услышал эту сонату от дьявола во сне, и по той же легенде сам Тортини описывал это примерно так. Однажды в 1713 году мне приснилось, что я продал душу дьяволу, и он находится у меня на службе. Все совершалось по моему мгновению, мой новый слуга предупреждал каждое мое желание. Один раз мне пришла в голову мысль дать ему мою скрипку и посмотреть, сумеет ли он сыграть что-нибудь хорошее. Но каково же было мое удивление, когда я услышал необычайную и прелестную сонату, и сыгранную столь превосходно и искусно, что даже самое смелое воображение не могло представить себе ничего подобного. Я был до того увлечен, восхищен и очарован, что у меня захватило дыхание. Я проснулся от этого большого переживания и схватил скрипку, чтобы удержать хотя бы часть услышанных звуков, но напрасно. Соната, сочиненная мною тогда, которую я назвал сонатой дьявола, является моим лучшим сочинением, однако разница с той, которая привела меня в такой восторг, столь велика, что если бы я только мог лишить себя наслаждения, доставляемого мне скрипкой, я немедленно разбил бы свой инструмент и навсегда отошел бы от музыки. И тут возникает вопрос, а для чего нам вообще вся эта информация? Чтобы понять замысел творца, нужно понять, чем он был вдохновлен, поэтому первоисточник для нас служит лучшим ориентиром, и без него дальше было бы сложно строить наши изыскания. На фоне, кстати, сейчас звучала именно она, соната дьявола. Так вот, эта история дает нам понимание того, что Тагаши, взяв эту историю, захотел ее продолжить и мало того возвести в абсолют, не лишая ее смысла первоисточника. Что если нашелся человек, который все же смог повторить идеально эту сонату, которую он услышал от дьявола, и как она будет влиять на тех, кто ее слушает не во сне, а в жизни, в мире, где уже есть магическая сила в виде Нэн. И тут сразу важное уточнение: мы не знаем, была ли Сенрицу на тот момент уже хантером и обладала ли Нэн силой. Все, что мы точно знаем, это то, что Сенрицу получила свою силу слуха после того, как прослушала эту сонату. Она сама об этом говорит в Курапике. Но и ее тело полностью изменилось. Плюс что-то произошло с рукой, но увы, Тагаши от нас утаивает, что именно. И при этом она говорит, что ее друг стал полностью таким, какой у нее стала только одна рука, так как он не слушал, а исполнял, после чего тот погиб. Что дает нам два очень важных факта: сама соната изменяет твое тело, трансформируя его в нечто иное, а второе, то что с этим изменением она дает также и силу, которой ты раньше не обладал. Очень напоминает урну страны Кокин, не так ли? Только урну применяют правильно и без ущерба видимого для себя, получая силу в виде зверя Нэн.
Нэн, а тут ты получаешь силу только если выдержишь трансформацию своего тела. По сути, это тоже подвид Нэн-паразита, но не долговременного, как у урны, а мгновенного. И если выжил, то обрел. Что же случилось с телом ее друга, можно как будто бы только гадать, но по факту можно предположить, что он заимел много различных мутаций в момент и просто не справившись с ними, умер. Мелоди же повезло больше, либо она сама была сильнее и просто смогла вынести эти мутации, преобразившись и получив новую силу. Как она обучалась Нэн, мы тоже не знаем, но и тут можно смело делать вывод, что после того, как была прослушана соната тьмы или соната дьявола, она открыла поры Сёкой и пробудила в ней силу Нэн. Так как трансформация тела под воздействием некой силы не может обойтись без открытия пор, которые отвечают за выпуск этой самой жизненной силы. Так что сама соната форсирует эволюцию или превращает человека в нечто иное. Если организм выдерживает трансформацию, человек живет дальше, получая новые силы и Нэн. Если нет, то погибает. Вполне достойная цена за силу, и это также продолжает идею Тортини о том, что ты платишь буквально частью своей души и своего тела за то, чтобы обрести нечто новое, что изменит всю твою жизнь. И также, если вы заметили, Сенрицу и ее способность Хацу, чарующие мелодии, и именно мелодия «Весеннее поле» очень уж даже сильны. Она затронула всех Нэн-пользователей любой силы на корабле, когда она ее исполняла для побега принцев. Неважно, насколько было сильно твое Нэн и насколько ты был защищен или насколько опытен, под ее воздействие попали буквально все без исключения. Так что есть вероятность, что именно та трансформация, которую дала ей соната дьявола, и придала ей намного больше силы Нэн. Ведь, хоть она и не является сильным ближним бойцом, но ввести в ступор на несколько секунд противника было бы фатальным в бою с абсолютно любым противником. Так что сама соната гораздо сильнее, чем кажется, и гораздо полезнее, чем думает Сенрицу. Но вернемся немного к тому, из чего же состоит эта соната и как она могла вообще появиться в мире Хантера. Ведь будь это просто артефакт Нэн, созданный каким-то специалистом, он вряд ли бы обладал такой разрушительной мощью. Начнем с того, что состоит она из 4 партий для флейты, фортепиано, альта и арфы, и скорее всего каждая из них обладает отдельным особым эффектом, который уродует тебя, но дает, как у Сенрицу, новые силы. А если сыграть все и пережить, то скорее всего там будет прям вау. Там можно стать скорее всего чем-то, что способно выжить и давать фору существам на темном континенте. Но как же появилась такая запись? Два варианта. Первый — это то, что сама запись была создана Нэн-пользователем, музыкантом-композитором, который записывал и наделял ее Нэн силой в момент смерти при помощи посмертного Нэн и клятвы. С каждой новой главой Хантера нам все больше демонстрирует, что сильные эмоции плюс смерть плюс клятва равно практически вечное существование Нэн. Яркий пример — артефакт страны Кокин или Миша Хао, член мафиозной семьи Сиюй, способность которой подкреплена посмертным Нэн плюс клятвой, что служит на благо мафиозной семьи. И как только член семьи умирает, она появляется и манипулирует его телом, как будто он живой, уводя труп подальше от ненужных глаз. Да и та же Питу, что после сноса головы продолжала сражаться, и я вас уверяю, сражалась бы еще очень и очень долго, если бы не наш гонщик, который полностью аннигилировал ее, не оставив и клетки от тела. Поэтому гипотеза о том, что это было сотворено мастером Нэн, который подвергся чему-то ужасному перед смертью и создал это произведение, вполне себе реалистично. И оттуда же могли бы расти ноги в мире Хантера для создания там легенды о том, что ее написал именно что дьявол. Возможно, ее создали для убийства или спасения ряда людей в очень сложной ситуации. Второй же вариант — это то, что эта соната, как и Наника, пришли к нам с темного континента. В мире людей уже существуют бедствия, что каким-то образом влияют и меняют саму структуру человека. И почему бы не быть таким же бедствием и сонате дьявола? Ведь она по сути меняет природу человека и также наделяет его невероятной силой, если он выживает. Сама по себе, как и Нэн-паразит, она не хорошая, не плохая, просто она такая по своей природе. И как по мне, что первая, что вторая гипотеза отлично ложатся друг на друга, ведь никто не запрещает одному из тех, кто побывал на темном континенте и выжил, попасть в очень сложную ситуацию там и создать нечто подобное при помощи посмертного Нэн и клятвы. И так
тогда можно было бы объяснить, почему она имеет столь разрушительный потенциал. Ведь человек, что побывал на темном континенте и выжил там, явно не слабак, а могущественный Нэн-пользователь. И усилив свое мастерство посмертного Нэн, он буквально создал бы еще одно подобие бедствия. В таком же, но более жестоком ключе можно было бы и рассмотреть, как вообще появились бедствия, но это не в этом ролике. И таким образом могла появиться Соната Тьмы, а после ее могли вернуть в мир людей, те, кто были в последующих экспедициях. И в таком случае это очень ценный артефакт с любой точки зрения. Дальше это то, как все же влияет партия та или иная на человека, что ее исполняет и слушает. Как и сказал ранее, скорее всего, каждая партия влияет на что-то отдельное. Как в случае с Энрицу, флейта изменяет тело. И, к примеру, альт разрушает разум, фортепиано меняет восприятие, арфа меняет само естество его жизненной нэн-силы. Это лишь мои домыслы, но к чему я их рассказал? Что если собрать все это вместе и единовременно сыграть, то почему бы этой сонате не давать благословение вместо проклятия? Ведь Энрицу слышала только одну партию, и есть вероятность, что нужно играть все вместе, и только тогда ты получишь без проклятия всю силу и сразу. Но хоть это и имеет место быть, звучит слишком уж хорошо, чтобы быть правдой. Мне же больше кажется, что более вероятный исход того, что тот, кто исполняет, не просто лишается человечности, а и жизни. Он может передавать через игру свою жизненную силу тем, кто слушает, а музыка изменяет тело слушателя так, чтобы то могло принять чужую жизненную силу и использовать ее для себя. Поэтому для исполнителя данная соната всегда губительна, что по описанию и с Энрицу, и самой сонаты выглядит гораздо более реалистично, оглядываясь также на нэн-паразитов, нежели позитивный исход от игры сразу всех 4 партий. Также присутствует вопрос, а почему ее друг играл целую строчку, не останавливаясь, когда эффект на них обрушился буквально сразу же. Есть гипотеза, что соната имеет дополнительный эффект манипуляции и заставляет себя играть до определенного момента, и скорее всего этот момент является либо полное исполнение, либо смерть исполняющего, как и было с другом Сенрицу. Поэтому Сенрицу и считает ее дополнительно крайне опасной. Можно было бы прекратить и не получить этого эффекта, но, увы, сама соната тебе этого не даст. Также есть большая доля вероятности, что развитие истории сонатой мы увидим уже в этой арке, так как Сенрицу нам начали показывать очень часто и раскрывать ее все сильнее, а также задействовать в сюжете чаще. Ну и плюс там есть человек, который может обладать частью этой сонаты, а именно Цередрих. Он коллекционер всего подряд, странного, стрёмного, глаз клана Курта, и есть большая доля вероятности, что часть сонаты уже находится у него. И Сенрицу остается только найти ее у него, если в какой-то момент, конечно, сюжета ее вообще кто-то не начнет исполнять на корабле. Тогда там будет еще более глобальный замес, чем я представлял себе изначально. Надеюсь, увидим нечто подобное, потому что звучит, интересно, захватывающе. 28 или 29 числа как раз и выйдет новая глава, и я ее буду стримить на Твиче и читать. Захотите присоединиться, ссылка на Твич будет в описании. Также прошу подписаться на мой ТГ, там я публикую все новости по Хантеру, и на ТГ моего друга-композитора, который помогает со звуком к каждому ролику, и пара его композиций как раз и звучала здесь на фоне. Ссылка на его ТГ также будет в описании, у него вы найдете просто много приятной музыки, это не коммерция. А так лайкайте, подписывайтесь и ждите новые ролики, они вскоре будут. Спасибо за просмотр и удачи!